Доброе утро, страна. Ну чё, день X, кажется, настал. Я думал, этот день, но он как-то до последнего сам собой оттягивался. Мне пора стартовать. Двигаюсь на юг Вьетнама. Время особо не ограничено, но за сегодня хочу хотя бы до Муйне доехать, где я уже был в прошлом году, практически ровно год назад. В общем, снова засиделся, время реально пролетело просто, мимолетно. И вот в самый конец, у меня сегодня последний день отеля, я успел сделать реально все вещи. Я успел купить себе там штаны в дорогу, я успел дождаться, пока мне придет водительское удостоверение по почте. И, короче, вроде как я заряжен, безопасно для дороги, даже полицию, в принципе, можно не бояться особо. Так что, надеюсь, все пройдет гладко. Снова вещей стало немного больше. Приехала знакомая из России, привезла еще немножко подарков, какие-то конфетки. Короче, добавилось немножко каких-то продуктов. Все по-прежнему, 2 рюкзака. Не знаю, как я сейчас буду это грузить на скутер. Скутер, кстати, новый. Короче, сейчас все буду показывать. Фу, ну что, погнали. Запаковываюсь уже. Вот он, мой новый байк Sims Shark 2009 года. А мой Yamaha был 2012. И послабее чуть-чуть. Это 125 кубов, а у меня был 135. На больших колесах, если видите, спереди есть место, я могу рюкзак поставить. Но он еле-еле сюда влез. Мне пришлось даже MacBook убрать в багажник. И мне повезло, что он туда влез. В общем, есть неудобства. Придется каждый раз доставать рюкзак, чтобы заправляться, потому что бензин у него вот здесь заливается. И, в общем говоря, вот MacBook здесь будет у меня лежать. Надеюсь, что он выживет и ничего не случится с ним. Ну и, короче говоря, там тоже дождевик внутри и всякие нужды. А второй рюкзак большой буду сзади сейчас как-то вот так вот привязывать к сидушке. Короче, как цыган поеду. Че, народ, я уже позавтракал. Начинается первый день трипа. Время час дня, что-то поздно сегодня выезжаю. Вот такая у меня запаковка получилась. Посмотрим, как будет ехаться. Не сильно сказать, что удобно, но в целом пойдет. Дорога сегодня будет где-то 200-250 километров. Попробую, где-то, наверное, буду останавливаться. Но в общем и целом пока что не сильно понимаю, как буду снимать в дороге. Пока буду привыкать к тому, как вообще едется. Таких еще длительных трипов мото у меня не было. Но я буду кусочками передвигаться где-то по 200 километров. Постараюсь в день хотя бы проезжать. А так в общей сложности придется проехать. Я еду на самый юг Вьетнама. Это где-то километров 800, наверное. Надеюсь, что по дороге что-то будет происходить. Стараюсь это снимать, как обычно. Я взял, кстати, себе куртку граббайкера, чтобы не обгореть. Кстати, на солнце нужно ее надеть. Такую сумку взял. Поставил сюда второй телефон как навигатор. Не видно спидометр, но в принципе зачем он вообще нужен? Я думаю, я там больше 80 ехать не буду на этом ведре. Блин, мне кажется, мне эта курточка немножко мала, но лучше так, чем сгореть через час уже. Граб-таксист выезжает на свою работу. Ты что, народ, едется нормально. Пока что пытаюсь из города выехать. Копских пока не видел. Короче, вот этот прикид, я забыл сказать, почему вообще все это нужно. Зачем это все нужно? Потому что я теперь свой среди чужих. Или лучше сказать, чужой среди своих. Короче говоря, полиция, она когда видит граб-таксисты, они здесь повсюду. Она когда видит вот этот зеленый цвет, она вообще, в принципе, не обращает внимания на них. И я надеюсь, что у меня это тоже сработает. Ладно, едем дальше. Я даже не знаю, повезло мне или нет, потому что сегодня солнечная погода. Потому что в пасмурную ехать в целом-то попроще. Но, с другой стороны, надеюсь, вообще не будет дождя сегодня. Давненько у меня уже была такая мечта куда-нибудь отправиться на байке, вот так безмятежно, особо не спеша. И просто ехать куда-то ехать. Настроение просто шепчет. Надеюсь, это передается, реально, очень круто. Ача, вы погляньте на эту красоту. Сверху такая шапка облаков сидит. И вот знаете, здесь это очень прикольный момент. Здесь в Ничанге, вот все время то, что я сидел, здесь какой-то умный дождь. То есть днем он практически никогда не идет. Он идет ночью, когда все люди спят. И я не знаю, с чем это связано. Может быть, днем солнце испаряет как-то воду, и поэтому дождя нет.
Короче, хз. Я, получается, сейчас на какую-то объездную выехал и еду вот в сторону Камрани. По трассе, я так понимаю, по платной я не могу ехать, потому что на байком нельзя туда. И он меня поведет сейчас как-то в объезд по набережной, по берегу, короче говоря. Ну, самая красивая дорога, я надеюсь. Ого-го, кажется, впереди грозовой фронт, блин. Недолго я по солнышку проехал. Я взял с собой дождевик, короче, но я говорил же, я максимально готовился к путешествию. Посмотрим, если ливень будет не сильный, то я поеду прям в дождевике. Как-то так. Значит, еду через какую-то деревню. Здесь у нас что тут? У нас сады манго и пальмы кругом. Вот это облако впереди все еще продолжает меня напрягать. Но я пока не понимаю, в какую сторону я буду двигаться. Туда или чуть правее. Так, ну что, я потихоньку, судя по навигатору, приближаюсь к прибрежной зоне. Вот здесь я уже поеду совсем рядом с морем. В общем говоря, нормально двигаюсь. Дичайшее пылище на дороге. Вьетнамцы едут все в масках. Практически никого не вижу с голым лицом. Тоже купил себе бандану, нужно сейчас ее повязать, потому что иначе я представляю, что я надышусь здесь вот этими выхлопными газами и, ну, короче, нафиг надо. Кстати, вот эта куртка Grab Taxi офигенная тема. Во-первых, она специально придумана для того, чтобы, ну, таксисты не обгорали. Защищено горло, есть капюшон. Правда, она мне немного мала, и капюшон не налезает. И вот такие защиты еще для рук есть. Еще у меня есть перчатки, кстати говоря. Их тоже можно надеть. Они с противоскользящим покрытием. В общем, я так собирался, как будто я, знаете, там какой-то Дакар дорогу устраиваю. Ну, реально. Перчаточки. Но я подумал, а почему бы и нет? Ну, то есть, надо максимально себе сделать комфортно, чтобы было в дороге. Потому что для меня вот эта вот езда на транспорте, ну, далеко, 200, 300, 700 километров, это, короче, одище. И я не люблю, короче, эту историю. Поэтому в следующий раз, ну, посмотрим. Надо сначала этот раз доехать, короче. А я уже загадываю, что будет следующий. Лучше? Лучше. Все, поехали. Еще километров, наверное, 30, пока снимать не буду. Там неудобная дорога впереди. Подзаправил полный бак бенза первый раз. В общем, Андрюха сказал, что бак здесь где-то 5,6, 5,7 литров. Ну, короче, 6 литров бак. Можно проехать 200 километров на одном баке, он сказал. То есть, чисто в теории я могу отсюда до Муйне доехать на одном баке. Это, кстати, прикольно. Не такой маленький бак, как у меня на прошлом байке было. Где-то 3 литра, что ли, в баке. Ну, то есть надо вообще бутылку с собой возить еще как варик. Ладно, стоять жарко, ехать еще более-менее нормально, продолжаю. Смотрите, какие красоты открываются вообще. Надо придумать себе какой-то, я не знаю, крепеж, чтобы снимать дорогу. Но я пока не придумал, как это делать. У меня еще нет запасной камеры, телефоном тоже рисковать особо не хочется. Короче, что-нибудь соображу. Полный бак, погнали. Короче, думаю, поеду оффродом. Ну, не по трассе, а чуть-чуть сокращу. Дорога, конечно, вообще жесть. То есть интереснее, наверное, ехать, конечно, по пейзажу, но вот чисто из-за дороги, конечно, есть резон, наверное, мчать по трассе. Намного быстрее получается. Но тогда упускаешь из виду какую-то, не знаю, вот эту вот бытовуху вьетнамскую. И так далее, то что я какую-то сейчас вообще деревню проезжаю, блин, глушь. Меня тут и на органы так-то разобрать могут, наверное. А представляете, как можно вообще уехать далеко? Ну, то есть реально в какие-то такие просто можно уехать деревни далекие, где не то что туристов не видели, где никого не видели вообще. Вот и куда я, блин, приехал. Меня реально навигатор просто сюда привел. Как думаете, это похоже, блин, на то, что я куда-то там попаду? Жесть, вот так вот ты доверяйся навигатору. Попробуем довериться, а ехать-то немало по этой дорожке. Доверимся чутью. Да, короче, выглядит это все так себе. Я не знаю, в навигаторе вот показывает дорогу. Типа, едь вот так. И как? Я так еду, а куда здесь? Я не вижу здесь, или это похоже на дорогу вообще? Не, ну может быть Иисус бы и сказал, что на эндуробайке сюда можно спокойно проехать. Но мне кажется, что это какое-то, блин, сомнительное сокращение. Я люблю сомнительное сокращение. Ох, жесть, через реку, прикиньте, а как я там через реку перееду? Я же на скутере. Да, навигаторы, короче, меня заведут, по ходу дела, еще не раз куда-то.
Блин, короче, решил не ехать туда. Там впереди километров 30, короче, показывает вот такой вот дороги. Я думаю, что я пока не готов на первых вот таких вот самых начинаниях уже встрять в какую-то жопу. Итак, друзья, полет проходит нормально. Я проехал уже, наверное, километров 100, мне кажется. Пока что нигде вообще не останавливался. Знаете, как-то едется и едется. И мне кажется, я даже начинаю привыкать к ощущению, что моя жопа уже каменная. Дорога впереди абсолютно прямая, наверное, еще километров 70. Так что реально ехать прям кайфово. Я думал, на самом деле, что это будет какая-то трасса, знаете, и то, чтобы комфортно по ней ехать. А так едешь себе, едешь. Средняя скорость у меня 70 километров, но где можно, я разгонялся до 90 или даже до 100. А на сотке уже как-то, немножко страшновато, потому что не хватает веса. Несмотря на то, что у меня байк загруженный, чувствуется, что его прям колбасит уже на 100 километров. Невероятной красоты пейзажи открываются, горы, тучи, какие-то заповедники по пути. Нужно, конечно, было побольше потратить время на изучение маршрута. Я, как обычно, все экспромтом смотрю, дорогу вперед, окей, 700 километров, погнали. Так что все, как и спланировано, произойдет случайно. Ветряки прям по горизонту! Только что на дороге видел первого полицейского и видел только что знак, на котором было написано, что здесь нельзя ездить ни велосипедистам, ни мотоциклистам, ни пешеходам. Здесь просто трасса для автомобилей. И копу было вообще плевать, потому что впереди, видите, бабушка едет. И, короче, вьетнамцы, они все равно едут по этой трассе. И здесь вот, получается, с правой стороны как бы дорога для мотоциклов не сплошная. Получается, мы вообще пересекать ее не можем. То есть, по правилам, я даже эту бабушку, по ходу дела, обогнать не могу. Но я только что увидел этот знак, а до этого я, наверное, уже 1000 раз нарушил это правило. Поэтому я особо не вижу смысла плестись за ней 20 километров в час. Ух, чисто остановился, жопу размять. Да на ветряки на эти повтыкать. Короче, заправки тут вообще на каждом углу. Даже не нужно будет по ходу дела искать их. И смотреть на бензин. Потому что я проезжаю, мне кажется, каждые километра 2 заправка стоит. Смотрите. Махина. Нифига себе он огромный. На видео, конечно, не будет передавать этого гигантизма. Но выглядит эпично. Такое ощущение, что я приближаюсь к какой-то пустыне, где реально ветра. И, собственно, Муйне, куда я направляюсь, это как раз, кто смотрел видосы, я же там был уже ненадолго в прошлый раз, это как раз родина ветра, там все ветрозависимые люди живут, они катаются на всяких кайтсерфах, виндсерфах и все, что с парусами вот связано, и серфах тоже. Так что такое ветреное местечко. Надо посмотреть, сколько я проехал, интересно. Километров 100, но я сейчас даже не знаю, сколько времени прошло. Мне кажется, часа 2 еду. Слушайте, я угадал, я проехал 81 километр, и всего до Фонтьена ехать где-то 230. То есть, если я продолжу ехать в таком же темпе, я приеду, наверное, к ночи. Не к ночи, к вечеру, короче говоря, к позднему. Посмотрим, как пойдет. То есть, в целом, я взял, у меня палатка, у меня вообще все вещи со мной. Вот все, что у меня есть, это все со мной. Получается, я кочую. Сегодня мы с тобой кочуем. Короче говоря, перекочевываю на юг. И вот сейчас хоть есть минутка, чтобы рассказать, что мы все мигрируем с, получается, севера, Хаян, где мы были, и Дананг сейчас в данный момент затопило так, что
Мама, не горюй. Хорошо, что мы оттуда все свалили. Там прям реально потоп. Там люди не могут из дома выйти. Они плавают теперь на лодках. И, короче, водный мир какой-то. И я как бы знал по прошлому сезону, что там нормально может поливать. Поэтому я оттуда свалил и начал перемещаться в сторону юга. Вот Нячанг. В Нячанге тоже началась плохая погода. Уже дождики пошли. Как-то стало все серенькое и так далее. И я решил, что все, надо как-то двигать на Фукуок. Ну и точно так же какое-то количество людей, которые не хотят или не любят мунсунить, они отправляются на Фукуок, потому что там юг, там сезон, там будет, не знаю, возможно, посмотрим, атмосфера похожая на Гоа. И все надеются такие, а может быть на Фукуоке, ну хоть где-то, может быть, будет похоже на Гоа. А то почему-то как бы, ну, всем хочется Гоа, а Гоа нигде нет, он же только на Гоа, это же логично. И, короче говоря, да, мы вот все островитянами скоро станем. Посмотрим, поживем на острове, поглядим, что там за Фукуок вообще такой, сколько там стоит жить, есть ли там вообще что делать. И, в общем говоря, ну, хоть и эта дорога еще дальняя, и я не знаю еще, когда я там окажусь на этом Фукуоке, но будет интересно. Там рядом Камбоджа находится, граница. Можно вот так вот на паром сел, бамс, и ты уже, считай, в Камбодже. А я в Камбоджу всегда хотел попасть. Так что, ну, короче, вы сами поняли. Впереди меня ждут, какое-то количество интересных приключений. Возможно, наверное. Но это не точно. В общем говоря, всячески вот я старался и продолжаю стараться интровертность в себе как-то душить, так сказать, и вот эту экстравертность в себе пробуждать, чтобы больше двигаться, кататься, я не знаю, активничать, ходить и, что-то делать вообще говоря. Потому что, Нячанг, это я чуть с ума там не сошел. Вот эти 3 видоса странные, которые обрывками я записал, реально, это просто психушка. Я даже не знаю, как по-другому сказать. То есть там те, кто живут в долгую, знаете, лет по 10, я не знаю, это просто психопаты, мне кажется, уже. Потому что, это город жесткий. Там все есть, там все удобно, там как бы магазин, все круто. Но, блин, эти люди, это что-то странное происходит с этими людьми. Они сидят там и никуда не ездят. Реально. То есть я знаю многих людей, которые просидели там 1,5, 2, 3 года, и они даже до Муйне не доехали ни разу. Просто 200 километров. Вот, сел, доехал. Почему это происходит? Это сложный вопрос, но, наверное, все знают на него ответ. Потому что комфорт любят все очень-очень сильно. И вы тоже любите комфорт. Потому что большинство из вас смотрит это видео по-любому лежа в кроватке или там в креслице, в диване в своем. Короче говоря, преодолевание комфортных условий — это, да, самое, наверное, непростое для того, чтобы начать какое-либо движение. Поэтому, кстати говоря, Митяй, которому я предлагал после нашего трипа месячного, говорю, поехали дальше, все, Хаян, 1, 2, 3 дня и погнали дальше, Нячанг, Муйне, там дальше, еще, Фукуок. Он такой, сейчас, я отдохну. Ну и, короче говоря, я не знаю, что он там делает. В Хаяне в этом, наверное, подводной охотой занимается, короче. Ладно, опять разболтался. Че, сажусь, еду дальше. В принципе, вообще прямая дорога. Море не будет видно, потому что там вон эти горы все перекрывают. Но зато будут вот эти ветряки и вот эти поля. И смотрите, еще что, радуга. Гляньте, даже вот радуга какая-то появилась, странная какая-то радуга. Ну ладно. В общем, красивые пейзажи эти, они восхитительные. Ну и погода самое главное, что классная. Не хочется дождика, реально, не хочется. Продолжаем движение. Короче, я так и не понял, как снимать дорогу. Вот в эту штуку я боюсь вставлять телефон. Она какая-то, совсем никакая, дребезжит и вообще не держится. Камеры запасной у меня нету. Покет сломался, его так никто и не смог починить. И, в общем, у меня нет, по сути дела, никакой камеры для подсъема. Буду думать что-то над приобретением какой-нибудь хотя бы бэушной экшн-камеры, наверное. Потому что, так хочется вот показывать таймлапсы вот этого всего. Это было бы очень красиво. Но объективно я не понимаю, как это делать. А когда я еду 70-80 километров и еще и на ходу снимаю, это выглядит как-то опасно. У меня есть вот такой краб, который можно, по идее, куда-то прицепить с держателем. Но, держатель тоже не вызывает доверия. И даже если единственное место на скутере, куда его прицепить, это на ручку, но если я его сюда цепляю, то он мне будет блокировать тормоз немного. И, в общем, пока не понимаю. Бесполезная штука, по ходу дела. Вожу ее с собой долгое время. А вот на байке я бы ее просто на руль прям прифигачил, и было бы вообще
без вопросов. А тут и непонятно ни хрена. На зеркало, видите, не хватает. Короче, буду что-то думать. Ладно, в процессе все, я думаю, само собой как-то нарисуется. Так, друзья, по ходу дела в этот раз я точно доехал. Впереди грузовой фронт, прям вот-вот, прям передо мной. И уже практически случился закат. Но не потому, что солнце зашло, а потому что вот эта туча, она просто его скрыла. Остановиться и надеть дождевик — хорошая идея будет. Знаете, у меня всегда была идея вести интерактивный стрим. Вот представьте, все это происходило бы в прямом эфире, и вы бы голосовали за то, что я буду делать. Ну, типа просто по приколу, как компьютерная игра. Такой, остановиться и надеть дождевик, и ехать без дождевика. Выбирай. И вот я, собственно, ну, как и любой человек, всегда перед каким-то выбором, да, стоим. То есть я не то чтобы склоняюсь к дуальности этого мира, всегда есть разные варианты. Но, как правило, либо одно, либо другое, а все остальное — это такие ответвления либо первого, либо второго. Вы знаете, я буду смотреть на происходящее вокруг и ориентироваться на это. То есть я смотрю на вьетнамцев. Если они едут без дождевиков, значит, все нормально, потому что, ну, все-таки у этих ребят здесь побольше опыта вообще в целом, перемещений, местности, погоды, и мне кажется, они что-то в этом дознают, так что доверимся им и тоже поедем просто тихонечко. У Ине, я так понимаю, погода будет примерно вот такая, а впереди это как раз-таки находится уже Муйне в 50 километрах, наверное, ну, где-то там. Я еду по трассе, и впереди камера была. Интересно, она сняла, что ли? Сняла меня? И вообще, это жесткое же нарушение, ехать и одной рукой снимать. Как бы скорость у меня 40 километров. Я думаю, что это достаточно безопасно вроде бы. Я не спорю. Еще одна остановочка. Проехал еще 60 километров. Теперь возле побережья дорога. Такая красивая. Но и уже закат. Я думаю, солнце вряд ли уже выйдет. Там, смотрите, туча плотником просто. Остановился под каким-то странным билбордом, смотрите. Алкогольная продукция, как будто здесь где-то живет Ельцин. Да, в Вьетнаме любят бухать и курить. Что тут скажешь? Такой народ. Коммунизм, однако. В общем, такая вот горная местность. Достаточно красиво. Это, я думаю, это будут последние кадры, когда вообще хотя бы что-то будет видно. В общей сложности я проехал уже 140 километров. Вот это вторая остановка, то есть первая 5 минут я водички просто выпил, и вот еще остановился, тоже 2 минуты тут стою. Короче говоря, осталось 89 километров. Я думаю, что я в один присест, наверное, их доеду. Ну, посмотрим, в общем, потому что солнце сядет, и особо останавливаться уже будет незачем, никаких видов, ничего такого не будет. Настроение супер классно, это я сразу могу сказать. Зачем? Зачем я сидел так долго в этом городе Нячанге? Красивое, гляньте, такой розовый цвет, розовый закат. А поесть я так и не остановился нигде, хотя были какие-то кафешки дорожные. В общем говоря, я, наверное, поеду дальше, и, может быть, еще километров через 50 где-нибудь тормозну. У меня есть с собой пакетик, кисет, там есть маракуйя и гранат. У меня были соседи в Нячанге, которые поехали визаранить в Китай, и они такие классные соседи и добрые, что, когда уезжали, оставили мне на двери пакетик с фруктами, а я как раз вот на следующий день уезжал. Так что у меня и завтрак с собой собран. Ладно, отправляюсь дальше, в принципе, вот 5-7 минут достаточно остановка для того, чтобы жопа пришла в порядок, потому что очень быстро она окаменевает. Немножко, может быть, потом перевяжусь. Я повязал вот рюкзак, и он мне почти что все седло закрывает. Я еду вот на вот этом кусочке неудобном. То есть такое йогическое у меня седло получается. Я в дороге ехал и думал, когда жопа затекает, думал, блин, какой-нибудь бы вот этот, не вибратор, а вибромассажер для жопы. Чтобы едешь, и наверняка есть такие на сидушку, и жопа массируется, и тогда вообще можно не останавливаться. Мне кажется, если бы вот эта штука была, я бы мог сразу и 700 километров проехать за раз без остановки. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Хорошо в путешествии, хорошо сразу как-то, знаете, наполняюсь чем-то, непонятно чем, и так прикольно, так сразу отсоединился, так сказать, от
Ну, от места, от людей вообще, от всех. Конечно, скажу вам, не хватает какого-то напарника. Было бы прикольно, если бы сейчас кто-то был рядом. Ну, какой-то человек, ну, тоже с байком и так далее. Тогда было бы, конечно, может, повеселее. С другой стороны, ну, как бы так тоже нормально. А что, я уже привык сам с собой разговаривать, вот. Сам с собой разговариваю, представляете? То есть это вы так смотрите? Вы думаете, я с вами разговариваю? А я тут один, никого нету, сам с собой болтаю. Иногда я ловлю с этого просто какого-то кринжа. Сначала мне вот это чувство кринжа, она у меня вызывала какое-то, знаете, такое, типа, социальную вот штуку. Типа, блин, нет, чувак, это слишком кринжово, это странно. А потом я от этого избавился. Но я до сих пор на пути, на самом деле, избавления, чтобы не реагировать на людей и вообще на то, что кто думает и так далее. Ну, короче, взращиваю в себе всю свою сознательную жизнь такой здоровый похуизм. Такой, ай, да пофигу вообще. Ну, как бы. Все, теперь точно в путь. Осталось, вон, смотрите, пик. Чуть-чуть совсем, вообще ерунда. И посмотрим, возможно, я даже, знаете, я думаю, что может мне в Мойнето ночевать мне вообще или нет. И с одной стороны, можно заночевать, помыться и так далее, это тоже хорошо в дороге. И может даже на один день остаться, вот прогуляться по Мойне еще раз, не знаю, подумаю. Потому что есть другие варианты, например, остаться на пляже где-нибудь в палатке. Но я, короче, еще пока не решил до конца. Вероятнее всего, я заеду на денечек другой, наверное, в бунгало, в котором я уже останавливался. Оно так мне нравилось. Такое классное, бунгало это. И один день я хочу зайти в Мойне поесть там в одном вкусном ресторане. Там мне нравилась очень еда. Ну, хотя бы это... Ну, не просто ж так проноситься, потому что вот это вот из точки А в точку Б тоже как-то скучно. А вот в природных местах, знаете, я думал, что я вот поеду, я такой свободный, у меня 2 рюкзака с собой тяжеленных. И представляете, я вот, допустим, какое-то приезжаю в природное место. Тут везде люди, тут очень сложно найти, на самом деле, места, где вообще вот нет людей. И мне нужно с этими рюкзаками ходить. То есть я не могу их где-то просто оставить и пойти гулять. Это не просто, как вот вы помните по прошлым видосам. То есть не каждый соглашается вообще рюкзак взять себе, просто чтобы за ним посмотреть. Тем более, что это все равно, что довериться просто рандомному человеку. Посмотри, пожалуйста, за моими вещами там дорогими. Поэтому не просто одному реально найти место и ходить с вещами, то есть скорее я пока вижу свое путешествие, это останавливаться в разных городах, арендовывать отель, в отеле в безопасности лежат мои вещи, а я уже катаюсь на байке по окрестностям, просто смотрю, что там и как. Ну, да, как-то так, наверное. Блин, опять я не еду, все, погнали. Индустриальный город, огромная энергостанция, она так прикольно светится фонариками издалека, как новогодняя елка. А так вообще очень странное место проезжаю. То есть тут реально такое ощущение, что только какая-то индустрия, но прям целый рабочий городок. Вот, зацените, какая прикольная электростанция. Она так подсвечена теплым светом, как будто там внутри маленький городок. Очень уютно посреди дороги. Так, у меня тут пит-стоп на заправочку. Залил бенза уже 2-й раз, получается. 80 донгов. 2-й раз я залил бензина, чуть больше полбака. И как только выехал, я еще чуть-чуть, там у меня не полный был бак, на 50 донгов. То есть уже в общей сложности на 130 донгов я заправился. Блин, время, вот угадайте, сколько сейчас времени? 6:30. То есть вечер, 6:30, тут полнолуние. Темень, блин. Как у негров в жопе. Почему в 6:30, блин, так темно? И вообще, с каких пор в 6:30 так темно стало становиться? Мне кажется, закат примерно там должен... Ну, там, я не знаю, в 6-7 быть во сколько. Ну, а тут уже ночь, все, и луна как бы уже почти там в центре неба. Что происходит вообще? Короче, мне осталось 54 километра доехать. Так что еще один рывок. Странная дорога, выехал на какую-то трассу. Вдоль побережья, вот эта же дорога, но тут никого нет. Я уже долгое время вообще один еду. Просто Silent Hill какой-то. Блин, я не верю, что сейчас даже 8 вечера нет. Это какая-то... Может, это предполнолуние? Нет, подожди. Если предполнолуние же, наоборот, должно быть светло. Вот наши полдень. Это что за глюки в матрице происходят? Почему так темно? Ну что, народ, я
почти приехал, смотрите. Я вот здесь, а мне вот сюда. Ну, то есть это, наверное, не знаю, 15 минут. Короче говоря, почти доехал. 19 минут, 16 километров. Смотрите, помните эти дома? Это типа Океанус. Это Муйне Океанус, я отвечаю. Сюда стопудово потом, переедут русские и будут здесь жить. Блин, это очень странно. Во-первых, этот район, в нем ни хрена нет. Просто ничего. Тут просто есть пляж, море, и никакой инфраструктуры, кроме вот этих вот огромных резортов, внизу которых, так же, как в Океанусе, стопудово есть магазины и все, что нужно, чтобы оттуда никогда не выходить. Короче говоря, попомните мои слова. Новая резервация. Кстати, едется вообще как-то, знаете, прикольно. То есть ночью, конечно, я не могу ехать больше где-то 70, потому что, не хватает света. А так еще нормально едется, как-то классно. И я даже музыку никакую не включаю, что-то еду, думаю про свои думы. В общем, прикольно. Мне казалось всегда, что мне не нравится кататься на длительные расстояния, что у меня спина устает, а сейчас как-то вроде бы, спина чуть подустала, вроде и нормально в целом. Короче, ништяк. Практически преодолел всю дистанцию, 19 минут. И буду пробовать заселяться. Я, кстати, не забукал себе ни отель, ничего, так что сейчас этим всем буду заниматься. Такие дела. Приехал. Все, вот он, этот поворот. Злосчастный или просто счастный бунгало. Буду сейчас узнавать, есть ли там место на пару дней. Ну, а если нет, то я любую рандомную штуку на годе просто забукаю, да и все. Че? Я прям доволен собой. Не передать словами как. Такой думаю, а когда вот надо было выезжать в этот день, знаете, столько было вот и до. Я знал, что это неизбежно случится, но вот все равно в голове были вот эти вот, типа, сомнения какие-то, не сомнения, а типа, столько ехать и вообще ехать, и что там будет. Короче, кайф. В общем, сейчас заселяться и потом перекусить что-нибудь. Но дальше посмотрим, как обычно. Короче, народу до хрена, вообще беляшиков дофига там сидит, и всех остальных. Я не смог заселиться в бунгало, в общем. Там все было занято, и я в тот же самый, решил не искать, потому что мне впадло, и решил заселиться в тот же самый просто отель, где я в прошлом году уже снимал комнату сначала перед бунгало. 250 я платил в прошлом году, в этом 300 она мне уже говорит. 300 я на году зашел, а там еще дороже почему-то, нифига себе. Короче говоря, тут народу уже дофига. В прошлом году столько не было людей, сейчас прямо я смотрю, вот там целая кафешка. Смотрите, беляшиков сидит столько, одни беляши. В общем, так вот. Короче, заселяюсь. Дотащить мои рюкзаки до 2-го этажа, мне кажется, было тяжелее, чем доехать из Нячанга до Муйне. По-моему, мне дали тот же самый номер, что и в прошлом году. Или, может быть, на этаж выше. Да, в прошлый раз я был в Нижнем. Да будет свет. 300 донгов, конечно, за такое платить не сильно хотелось. Ну вот классическая тема, просто с дороги впадло все вообще. Реально хочется сейчас жрать, поэтому мне было пофигу. Есть как есть. Жесть, короче. Лэптоп положил в багажник, он просто раскаленный. Я думал сначала, что он расплавился. Просто реально раскаленный. Мне кажется, лучше в следующий раз так его не оставлять, потому что это, мне кажется, опасно, такая температура. Я думал, что в багажнике безопасное место. И вот я не могу никак поместить его внутрь вот этого рюкзака. Это мой основной рюкзак с электроникой. Он вот тут в заднем отсеке, это и специальный рюкзак для техники, там для ноутбука отсек, но он не влезает в скутер, и проталкивать, если бы там был лэптоп, проталкивать бы уже его было нельзя, потому что можно было повредить. Вот, короче, у меня теперь задача есть. Снова перепаковаться так, чтобы все влезло и все было безопасно. Пока я не понимаю, как это делать, знаете, я все-таки склоняюсь к тому, что как было бы классно, если бы у меня был всего один рюкзак. И не было бы вот этого вот второго. Просто я прям даже уже... У меня еще 2, но я уже чувствую себя лучше, когда одного нет. Буду думать опять про избавление от вещей. Скорее всего, выброшу нахрен все, что у меня есть. Оставлю только ноутбук, какие-то для творчества штуки. Да у меня и так, по сути, ничего нету. Я уже реально не знаю, что выбрасывать. Лды, народ, спасибо, что проехали со мной до Муйне. С прибытием меня хочется есть, в душ
И у меня 2 дня здесь будет Муйне. Я не знаю, что я тут буду делать. Скорее всего, просто чилить, кушать и отдыхать. Перед тем, как еще 200 или, может быть, даже 300 километров до следующего города нужно будет ехать. Вот так как-то. Время уже 10:30, народ. Что-то я дома так зачилил, пока скинул файлы на ноут и вот это вот все, пока в телефоне там поотвечал. Уже все кафешки закрыты, я даже не успел поесть, в общем говоря. Закупился в магазине. Йогурт, бананы, мандарины и все. Короче, децл еды взял и перекушу просто дома. Пойду, в общем, отдыхать. Завтра целый день в Муйне, послезавтра уже выезжать отсюда. Так что давайте увидимся, когда будет светло. Доброе утро. Блин, жесть какая, народ. Так я думал, что сейчас я проснусь пораньше, как обычно, и что-то пойду делать. По итогу я пришел домой, я такой думаю, приду домой, помонтирую видос и посплю. В итоге я не помонтировал видос, в итоге я не поспал. Посмотрел, там целый сезон Ведьмака вышел, блин. Я думаю, ну надо смотреть. В итоге я только к утру лег спать. И сейчас время уже, блин, 1 дня или больше даже. Я только проснулся. Короче, как-то так. Я не знаю, что с собой делать, реально. Ну, то есть, блин, это как бы, я не знаю, какая должна быть мотивация, да? Чтобы выходить, ой, что-то делать там. Ну, короче говоря, да, сейчас буду раскачиваться. Хотел сегодня поесть какой-то нормальной еды хотя бы. Это квест вообще, реально. Какие дела, короче, буду вставать. Так, посмотрим, что там на улице у нас сегодня. О, погодка-то, смотрите, изменилась. Солнца нет. Довольно пасмурно на улице. Это даже и хорошо. То есть не видно грозовых туч, значит будет не жарко. Фу, народ. По-любому вы знаете это ощущение, как вот не просто раскачиваться. Ну, то есть, когда привык к какому-то одному ритму жизни, и потом ты попадаешь в какой-то абсолютно другой. То есть я понимаю, что обычный мой ритм жизни — это такой интровертный ритм. Ну, то есть снял квартиру, и можно все, у меня есть свое логово, я там сделал светяшки и так далее. Я вообще могу не выходить из дома, и порой даже не хочется. Но в путешествии, то есть я понимаю, что, ну, это тупо. То есть я как бы остановился, по сути дела, передохнуть чуть-чуть, прогуляться и поехать дальше. То есть я не собираюсь тут прям там бродить, ходить, что-то там изучать и так далее. Цель-то у меня добраться до Фукуока и там снова чуть-чуть приземлиться до Нового года. Даже нет, раньше Нового года. До 16 декабря. У меня день рождения. И потом у меня визаран сразу на следующий день после дня рождения. Вот. Так что цель такая. Да, и короче непросто. С одной стороны, хочется идти гулять, что-то смотреть, с другой стороны, так впадло все это делать. Но стоит только чуть-чуть себя пересилить, выйти туда, прогуляться, проехаться, поесть еды, и все сразу налаживается. Потому что, блин, что-то у меня с едой вообще какие-то проблемы, я питаюсь очень странно. Там, блин, иногда 1 раз в день, иногда 2 раза в день, иногда 1 раз в 2 дня. И, короче говоря, мне кажется, мне просто надо больше есть, и у меня тогда будет больше энергии. И если честно, я иногда вообще не понимаю, как я вывожу всю эту жизнь, учитывая то, сколько пищи я потребляю. Я как будто всегда в каком-то, знаете, эконом-режиме. Вот я понял, что я экспертно владею энергией в плане вот сохранения этой энергии. То есть я могу на одном месте сесть, и все, и мне ничего не надо. Ни ходить, ни есть, ни пить. И вроде бы я даже и чувствую себя хорошо, когда трачу минимальное количество энергии. Но когда я начинаю ходить, вот это вот как бы путешествие и так далее, там уже другой режим, и, соответственно, нужно менять режим питания тоже. И мне вот к этому тяжело подстроиться. Я вот это понял. Так, ну что, пойдем есть. Вот он, мой красавец. Вот эта сумка, кстати, оказалась крайне удобной. Телефон сюда кладу, внутрь пауэрбанк, сразу запитываю телефон. Всю дорогу ехал, короче, и нормально все заряжалось. Ну, наверное, более удобно это, если сделать USB куда-нибудь врезать. Это будет более лучший вариант. А так вообще скутер хороший. Андрюха, спасибо. Вроде пока не подводит, все нормально проходит. Так, что уже в кафешке? Заказываю завтрак.
Беру омлет и пару сэндвичей. Думаю, на весь день хватит. Утренний кофе. Мне первую еду принесли сэндвич с тунцом. Такие небольшие сэндвичи и картошка фри. Короче, мне, если честно, пофигу, что есть. Потому что просто хочется что-нибудь уже хавать. В путешествии особо не повыбираешь, на самом деле, какую еду есть. Вот еще братишка принес мне омлет. Короче, нормальный у меня такой будет плотный завтрак в 2 часа дня. Вот этот мега-завтрак обошелся мне в 200 донгов. Ну да, место не дешевое, короче говоря. Можно сказать, что я сижу в рестике. Довольно такой красивый дизайн. В прошлый раз я как-то его так нашел рандомно. И из всех мест мне вот это место больше всего понравилось. Очень красивое. Всем, кто кушает, желаю приятного аппетита. Сейчас подкреплюсь. Ну и посмотрим, что я успею за остаток дня этого посмотреть. На самом деле я никуда не спешу, ребят. Если вы думаете, что я прям тут лечу, путешествую, там что-то буду там мега вот так вот ходить, смотреть, рассматривать. Пока я, как уже и говорил, цель у меня доехать до юга, а там уже скинуть, так сказать, основные вещи и начать свободно перемещаться, без рюкзаков и без вот этого всего. Так что, как обычно, чил, релакс. Всем приятного. Короче, еду на пляж смотреть закат. Блин, дождь начался. Время испытать свой дождевик. Не зря же я его покупал. Я взял его специально, чтобы можно было ехать в дороге и не бояться дождя, чтобы не стоять на месте. Так, и что, вроде нормально. Блин, вот почему я выбираю самое хреновое просто время в самую плохую погоду для того, чтобы отправиться на прогулку. Мне кажется, никакого заката уже не будет. И вот так вот всегда. Короче, в итоге я доехал почти до начала Фонтьена, ну, вернее, до конца Муйне. И вот здесь, судя по всему, самый большой пляж. Попробую где-то здесь сейчас запарковаться. Может, в какой-то кафешке зачили. Слушайте, прикольно, там народ, смотрите, купается на досках. Да и просто так на волнах катается. Они такие голые, я тут просто в дождевике. Дождик, в принципе, не сильный уже, практически кончился. Заката не будет точно. Да, короче, для людей, у кого есть доска, это прикольная погода. Можно покататься на волнах. Вот так вот, народ, смотрите, приехал чувак, привез с собой доску. И идет, ему пофигу на то, что дождик уже на улице. Пошел ловить волну. Собственно, вот за этим все сюда в Буйне и приезжают, на самом деле. Здесь серф, виндсерф, как я уже и говорил. Самое классное, что здесь можно делать, это вот это. Бульк. Я не знаю, может быть, когда-нибудь я дойду до этого, что возьму тоже доску и чуть-чуть попробую, может, научусь даже на каком-то базовом уровне хотя бы на ней стоять. Но, если честно, пока такого желания почему-то не возникает. То есть это, наверное, оно возникает, когда сюда приезжаешь, снимаешь себе здесь квартиру на месяц, на 2, и, по сути дела, очень быстро, наверное, понимаешь, что кроме как учиться кататься, и здесь особо делать-то и нечего. Так что я тоже рассматриваю эту ветку разворота событий. Может быть, когда-нибудь я тоже стану серфером. Кто знает. Вообще, вот, народ, знаете, я поразмышлял, что вообще, ну, вот попадаешь в место в какое-то и начинаешь думать, а что вообще здесь делают все люди? И вот тут как бы понятно, да, что все в основном занимаются серфингом, ну, те, у кого есть доски. Но кто не занимается серфингом? Что вот в таком месте, если именно живешь? Это ключевое. Именно вот жить, что здесь, чем заниматься? Ну, смотрите. Просто смотрите. Резорты, пальмы, кокосы, пляж, качельки, море. Чем здесь можно заниматься, если тут жить? То есть вот выходишь, да, вот давайте представим себе такой стандартный день человека, живущего в Муйне. Выходишь из резорта, у тебя здесь есть лежаки, на которых можно там полежать, гамачки какие-то. Берешь себе кокос,
или, может быть, кто-то берет себе пивас, чилишь, загораешь, не знаю, собираешь ракушки в этом песочке, потом надоело, идешь такой, оп, поплавал, вернулся обратно и снова пожрал, попил пивка, не знаю, там коктейльчик, сок, неважно как бы что, но, по сути дела, вот так здесь люди и живут, именно не пакетным туром на неделю, там, на 2 недели, а вообще всегда. То есть вы представляете себе такую жизнь? Кто-то вот не представляет реально, думает, как так можно вот целыми днями просто выходишь и на пляже ты просто тусишь. Ну, это же должна быть какая-то работа, как тут выживать-то? А где брать деньги на то, чтобы все это оплачивать, кокосы, коктейли и вот такую вот, типа, казалось бы, нифига себе красивую жизнь? И вот тут главный вопрос. Большинство из этих людей, конечно же, они здесь не живут, они приехали там на недельку, на месяц и так далее. Но, тем не менее, здесь достаточно много лонгстейеров, которые тут реально прямо живут сезонно, то есть по полгода могут жить, а некоторые живут здесь вообще годами, то есть там по 5 лет, по 10. И в основном это люди, которые работают на удаленной работе. Поэтому, друзья, если вы сейчас это смотрите, то задумайтесь над тем, чтобы получить в этой жизни какой-нибудь полезный навык, который позволит вам, находясь где угодно в мире, зарабатывать копейку. И это, скорее всего, про программирование. То есть, в целом, можно потратить год жизни, 1,5, там, 2 и дальше, понятно, уровни, это до бесконечности, но уже за год можно выучить базис программирования и, в принципе, работать на любую IT-компанию. Зарплаты, поверьте, у программистов начинаются не с 30 тысяч рублей в месяц, как бы платят нормально, поэтому задумайтесь. Задумайтесь, и в будущем у многих эта проблема возникает. Я просто смотрю, что люди, которые приезжают, они ищут способ, как заработать. Они не понимают, как это делать, но те, кто владеют навыками вот такой удаленной работы, программирования, SEO, то есть там много разных ответвлений, разработка и так далее. Сейчас искусственный интеллект очень сильно в этом помогает, то они чувствуют себя намного свободнее. И для человека уже становится как бы обычным делом. А что такого? Приеду в Муйне, сижу вот здесь на этом лежаке, лежу, и просто работаю. Ну, есть рабочий день, да, на какую-то компанию, получаешь зарплату пару тысяч долларов, а может быть даже больше. И, ну, как бы, да, этого здесь достаточно. То есть, ну, я не зарабатываю таких денег, но, представьте, $2000, реально, да даже $1000 здесь на эти деньги можно закрыть абсолютно все. От жилья, байка, там, еды, именно не готовки дома, а ресторанной еды. То есть это, ну, все, вообще full power. Поэтому программирование — профессия будущего. Хотя бы примерно в этом направлении смотреть, чтобы разбираться с искусственным интеллектом. Zero Coding — то же самое, программировать через него. Попомните мои слова. Это уже на самом деле все происходит, но в будущем это будет просто must have. Так что как-то так, друзья, вот такие настроения. В целом мне нравится. А что, прикольно. Вот так на пару месяцев заехать сюда, кататься на доске, веселиться, есть, гулять, отдыхать. Да, похоже на такую немного приближенную к райской жизни. Но не знаю, сколько времени нужно вот так вот прожить, чтобы реально это все надоело. Вот это пляж, дом, пляж, дом, пляж, дом. Наверное, если это только свой собственный дом на берегу моря. На сегодня, наверное, я закончу этот видос. Попробую опять снимать чуть-чуть покороче видосы. Я на статистику насмотрелся всех наших приключений с Митяем. Я знаю, что вы любите часовые видосы, но их никто не смотрит. 10 тысяч просмотров, короче говоря, что-то мало как-то. Раньше было больше, ничего не продвигается, поэтому попробую снимать что-то покороче. Ну, я не знаю, как. Меня никогда это не получалось. Я все время говорю, все, я только начал, я не могу остановиться просто. Радио Гонево FM продолжает свое вещание, как говорил один мой друг. Короче, друзья, спасибо, что смотрите. Спасибо реально всем, кто ставит лайк и коммент. Это, это вот на этом просто живет мой канал, и реально, спасибо большое. Это то, что двигает вообще весь YouTube. Ваш лайк и коммент. Благодарю от души, кто поддерживает. Вам всем, как обычно, любви, добра, счастья и света желаю.
Мое путешествие только началось. Я сейчас потихоньку только буду себя раскачивать, набирать какое-то вот это настроение движовое, потому что пока что меня, знаете, возвращает после небольшой поездочки обратно в номер, в кровать. И я такой сижу и думаю, что-то как-то впадло все делать. Но я уверен, что я как бы перебью этот момент, и в дальнейшем как-то будет попроще, короче говоря. Надеюсь на это. По крайней мере, я буду стараться. Кстати, напоминаю еще то, что у меня есть в Телеграме чатик. Снизу ссылка на этот чатик. Positive Community People. Там, в общем говоря, разные люди на разные темы общаются. Кому скучно, добро пожаловать. Там внизу инструкция. Пишите, что заявку кинули, я вручную все рассматриваю. И еще, друзья, с этого момента я теперь в каждом видео буду говорить. Внизу ссылка на магазин, где продается Иван-чай. Я теперь продаю Иван-чай, потому что он классный, я реально уверовал в этот напиток. Я его пью, он очень полезный. И вообще, в целом, я от китайских вот этих чаев отодвинулся после того, как начал пить Иван-чай. Он реально пользительнее намного влияет на организм, чем вот эта вот тониново-кофеиновая, энергия пуэрная. Так что, кому классного Иван-чая, переходите по ссылке в Телеграм-группу и заказывайте чай. Собирают мои друзья сами своими руками все это делают высочайшего качества. Так что вы по-любому кайфанете. С чабрецом это прям мой must-have. Рад был со всеми вами увидеться. Я обязательно продолжу снимать свое путешествие. Давайте, не переключайтесь. Скоро увидимся. Пока.